Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о Калабрии. Калабрия – регион на самом юге Италии, которому достается максимум солнца и соленых брызг. Носок апеннинского сапога омывают сразу два моря – Ионическое и Тирренское. Но главное преимущество живописных пляжей и прибрежных городов Калабрии в том, что наслаждаться чудесной природой и неспешным ритмом жизни пока не мешает большое количество туристов. Историю этих земель помогает изучать не только средневековые хроники, сколько археологические раскопки. Ведь оски и сомниты поселились тут задолго до появления письменности. В 8 веке до нашей эры преимущество географического положения итальянских племен оценили греки. Основанные ими города Кротон, Сибарис и Локри в период существования Великой Греции росли и процветали. Мигранты называли новую родину Калатон-Брион, то есть плодородной землей. Это выражение со временем и трансформировалось в Калабрия. Благостный период завершился на рубеже старой и новой эры. Римляне, захватившие колонии соперников по античности, не стремились вкладывать средства и силы в их развитие. Состоятельные деловые люди, политики и представители творческой элиты в большинстве своем предпочли переехать ближе к новообретенной столице или хотя бы в соседнюю Апулию. В последующие столетия по многострадальному региону то и дело прокатывались полномасштабные войны. Походы завоевателей, пиратские набеги, эпидемии малярии и чумы. Калабрией поочередно владели византийские императоры, нормандские предводители, германские монархи, наследники Карла Анжуйского и Арагонской короны. Лишь в середине XIX века она стала частью объединенной Италии. Кстати, один из лидеров национально-освободительного движения Джузеппе Гарибальди лично участвовал в боях за эту территорию и получил ранения на склонах гор Аспромонте. Сегодня в состав региона Калабрия входит 5 провинций – Кададзара, Козенца, Кротона, Реджио Калабрия и Вибо Валентия. Их нельзя назвать особенно процветающими, поскольку основой экономики по-прежнему является сельское хозяйство, а местные власти считаются одними из самых коррумпированных в стране и связаны с мафией. Впрочем, Драгнета никоим образом не затрагивает интересы приехавших в отпуск иностранцев, а уровень жизни и зарплат диктует приятные для гостей цены и товары на услуги. Из-за стихийных бедствий и регулярных набегов то бездомных морских пиратов, то турков с берберами, то королевских войск под разными флагами возводить что-то монументальное в Калабрии не было никакого смысла. Поэтому не рассчитывайте найти здесь величественные кафедральные соборы или поражающее воображение роскошью дворцово-парковые комплексы, как в Риме, Флоренции или Венеции. Красота региона в нетронутой природе и тихом очаровании небольших поселений. Наиболее привлекательным для отдыхающих в Калабрии можно назвать город Тропеа, пляжи в окрестностях которого регулярно оказываются в рейтингах лучших в Старом Свете. 50 километров побережья Коста-Белла представляют собой причудливое чередование широких песчаных участков и уединенных каменистых бухточек, добраться до которых можно только по морю или неприметными тропинками для пешеходов. Богатый подводный мир привлекает дайверов, а поднимающий правильные волны ветер – поклонников кайтов и виндсерфинга. Есть чем занять досуг и чуть в стороне от кромки прибоя. По счастливому стечению обстоятельств историческая застройка Тропеа практически не пострадала во время разрушительного землетрясения 1905 года. Поэтому во время прогулок по извилистым узким улочкам можно почувствовать атмосферу средневековья. Интересно будет заглянуть в миниатюрные магазинчики-мастерские местных ремесленников и лавки фермеров. Любители истории и архитектуры просто не смогут пройти мимо Романского собора XII века и несколько более молодой Благовещенской церкви, в которых хранятся настоящие произведения религиозного искусства. Внутреннее убранство церкви Санта-Мария-дель-Изола осмотреть не удастся, но ее белоснежный силуэт на вершине укрытой зеленью Приморской скалы мало кого оставит равнодушным. Договорившись с владельцем лодки, можно совершить небольшое путешествие к Липарскому архипелагу. Все его острова когда-то были образованы застывшими потоками лавы. Вулкан Стромболи до сих пор остается действующим и демонстрирует горячий нрав, бьющим из земли термальными источниками и раскаленным воздухом, поднимающимся над фумаролами,
трещинами в его склоне. За рукотворными достопримечательностями Калабрии стоит отправиться в местечко под названием Козенце. Тут руины античных строений соседствуют с частично сохранившейся римской дорогой, замком времен нормандского владычества и памятниками более поздних эпох. Местный Дуомо в романском стиле знаменит тем, что под его сводами покоится прах Изабеллы Арагонской, старшей дочери испанских монархов Фердинанда и Изабеллы. Монастырский комплекс святого Франциска Ассизского приходилось неоднократно восстанавливать после серьезных землетрясений. Сегодня в нем хранятся творения средневековых мастеров. Современное искусство представлено в коллекции музея под открытым небом. Здесь есть даже работы Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико, Эмилио Греко. Статуи являются гордостью и другого приморского города. В церкви Пьедигрота, вырезанной прямо в толще скалы, хранятся многочисленные каменные фигуры ангелов и монахов, созданные на рубеже 19 и 20 столетий. Но есть в Пицца и светские достопримечательности – Арагонский замок, крепость, улицы-лестницы и уникальное мороженое тартюфо, в которое добавляют настоящий трюфель. Всего в нескольких километрах отсюда лежит центр провинции Виба-Валенсия. Помимо отличных пляжей, иностранцев привлекают средневековой замок, превращенный в археологический музей, старинный монастырь, церкви различных эпох, виллы зажиточных горожан. К сожалению, очень мало оригинальной старой застройки сохранилось в Реджио де Калабрия. Виной тому, как многочисленные сарацинские набеги, продолжавшиеся вплоть до XIX века, так и активность тектонических плит. Последнее мощное землетрясение произошло в 1908 году и оставило от города главным образом каменные руины. Поэтому вдоль набережной Матеоцци стоят не старинные палаццо, а особняки в стиле модерн. Впрочем, именно они в сочетании с пышными фруктовыми садами создают неповторимый облик самого красивого километра в Италии, а дополняет картину потрясающий морской пейзаж. В погожий день на горизонте виднеются очертания острова Сицилия и возвышающего над ним вулкана Этна. Действующие храмы и церкви часто бережно хранят элементы культовых сооружений, на месте которых были построены. В 20 километрах к северу лежит город Шила, примечательный не только замком Руфо XIII века и приморским кварталом Кьяналеа, где в рыбных ресторанчиках изумительно готовят свежепойманную экзотику – рыбу-меч. Если верить древнегреческим мифам и Гомеру, на отвесной морской скале совсем рядом с современными дорогами некогда обитало свирепое 12-лапое чудовище – Сцилла. 6 ее голов с ненасытными ртами постоянно лаяли и хватали любую проплывающую мимо добычу. А с другой стороны Мессинского пролива несчастных поджидал губительный водоворот Харибда. Проплыть между ними с минимальными потерями удалось лишь Одиссею со спутниками и команде аргонавтов с Ясоном во главе. Современных моряков фантастические монстры не тревожат, поэтому нет никаких препятствий для вояжа вдоль берега. Достаточно популярным курортом Калабрии становится Скалея, которая готова предложить путешественникам совместить пляжный релакс и водные процедуры с осмотром достопримечательностей старого города и прогулками по заповеднику Полина, где прозрачный горный воздух наполнен ароматами нагретой южным солнцем хвои. В соседней Диаманте рекордное количество гостей стекаются в начале сентября, когда проходит традиционный фестиваль жгучего красного перца. Народные гуляния сопровождаются постановками уличных театров, концертами на импровизированных площадках и ярмаркой, на которой можно отведать десятки блюд из того самого пеперончино, от закусок до десертов. Во все остальное время город интересен главным образом муралесами. Стены домов с благословения владельцев и администрации украшают около 200 красочных картин, и их число постепенно увеличивается. Столица всего региона, Катадзара, может похвастаться 5-километровым пляжем, куда не составит труда дойти прямо из центра города. Места на песке точно хватит и приезжим, и местным жителям. Тем более, что последних статистическое бюро Италии насчитывает всего 91 тысячу. Часть берега отдана под пристань для белоснежных яхт. Роскошь и достаток этому месту не чужды, ведь когда-то Катадзара был знаменитым на всю Европу центром производства бархата, парчи, шелка и дамаста.
В целом, отпуск в Калабрии – идеальная возможность приобщиться к истинно итальянскому образу жизни с его неторопливым ритмом и умением наслаждаться сонным покоем нагретых солнцем улочек. Кротоне предлагает своим гостям совсем другой формат отдыха. В этом курортном городе вдоль набережной пестрят вывески многочисленных сувенирных магазинов, кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Так что жизнь после заката только начинается. Кулинарные традиции Калабрии стоит без преувеличения назвать еще одной знаковой достопримечательностью региона. На этой земле собирают щедрые урожаи овощей и пшеницы, цитрусов, оливок, винограда, а из соленых глубин добывают моллюсков и рыбу. Все это идет в ход на кухнях местных хозяек, чтобы накрыть шикарный стол к приходу домочадцев или познакомить с палитрой южного вкуса иностранцев. Стоит предупредить, что многие локальные блюда могут показаться слишком острыми. Все это из-за любви местных гурманов к обжигающему горькому перцу, которому дали меткое прозвище «дьяволино». Как и во всей Италии, балом правит паста, само собой приготовленная своими руками. Полуфабрикатам в калабрийской трапезе не место. К ней добавляют разнообразные мясные, рыбные и овощные соусы с использованием бульона или томатной пасты. К слову, помидоры тут растут совершенно особенные, с яркой и плотной мякотью. Их можно ломать руками, как спелое яблоко. Гордостью юга Италии считается и красный тропейский лук, отличительной чертой которого называют высокое содержание сахара. Потому циппола росса используют не только в салатах, супах и соусах, из него готовят варенье. Популярны тут и мясные продукты. Проверенная веками технология подарила миру сопросетту, выдержанную под прессом колбасу, капола, сыровяленую свиную шею, многочисленные сорта колбас и сосисок. Но настоящей визитной карточкой Калабрии все-таки считается ндуя. Эта мягкая колбаса из говядины с пеперончино и специями добавляет пикантную нотку многим фирменным рецептам. Не обходят повара своим вниманием дары моря. Особенно вкусно готовят анчоусы, тунца, рыбу-меч, сардины и треску. Последнюю, к тому же, мастерски засаливают, чтобы в отсутствии улова хорошенько вымочить и подать к столу с картофелем. Заслуживают упоминания сыры пекарина ди Монтепоро и пекарина кротонеза из овечьего молока, коровьи качокакавала силана. К ним могут подать традиционный хлеб, фрукты, мед и вино. Местные виноделы, хотя и не гремят за пределами страны, делают весьма достойные напитки. Садясь обедать, непременно оставьте в желудке место для десерта. В Калабрии вам могут предложить пироги с виноградным джемом, шоколадом, семенами пинии, грецким и лесными орехами, медовые пряники с мастачиоли и джелато. Чтобы помочь пищеварению справиться с таким количеством деликатесов, в качестве дижестива подают традиционный ликер лимончелло или чедро из цедры малознакомого нам цитрона, а также травяные настойки. Важно не забывать, что в Калабрии ничего не способно нарушить привычный распорядок дня. И если в послеполуденные часы вам срочно понадобится вода, медикаменты, обед, зарядное устройство для мобильного телефона или что-либо еще, рассчитывать можно только на собственные запасы, ибо на все без исключения города и деревушки опускается сиеста. Магазины, кафе, аптеки снова откроют двери для посетителей лишь ближе к вечеру. Английским языком владеют далеко не все местные жители, а знание ходовых итальянских фраз и опорных слов может вас подвести из-за специфического южного говора. При желании объясниться на помощь придут жесты и мимика. Туристическая инфраструктура здесь развита гораздо хуже, чем в популярных у иностранцев регионах. Поэтому не надейтесь на обилие супермаркетов, сетевых заведений, общепита и банкоматов. Все упомянутое выше с лихвой компенсируется чарующей природой, национальным колоритом и наслаждением от каждой минуты пребывания в настоящей Италии. В регионе Калабрия есть два аэропорта – Ламеция Терме и Реджо де Калабрия, однако они обслуживают регулярные внутренние рейсы. Возможно пересадка в Риме, Флоренции, Милане и Бергамо. Ближайшие международные воздушные ворота расположены в Неаполе. С другими итальянскими городами Калабрию также связывают автомобильные и железные дороги.